раз-таки в том формате, в котором необходимо индивидуально работать. Каждая из этих тренировок, она будет снова начинаться. То есть мы каждый раз, когда клиента видим, мы его измеряем, смотрим его, как скажем, косяки, открытые и закрытые углы. И сейчас я покажу, как это все четко сделать. Все достаточно просто. Сейчас мы с вами начнем. Камера, свет, мотор. Перед этим, смотрите, желательно завестись вам листочком, чтобы нарисовать вот такую вот красивую фигурку. Это голова, это туловище, это таз. И мы сейчас будем мерить, где что открыто и где что закрыто в этом случае. И как раз-таки закрывать открытые углы и открывать закрытые углы. То есть сейчас на этой картинке вам все будет четко понятно представлено. Еще чуть ниже камеру. Вот. Ну, поехали. Для этого нам нужна модель, на которой мы будем тренироваться. Пойдем. Лицом ко мне вставай. Ноги надо поставить вместе. Так, чуть ближе еще. Прямо вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда. Хорошо. Ноги вместе. Картинка видна. Ноги вместе, пятки вместе, носки вместе. Все, руки по бокам. Это исходное положение, из которого мы будем замерять вот эту вот всю штуку. Я ее вам здесь поставлю, чтобы вы не забывали. И каждый раз буду подрисовывать, смотреть, что где происходит. Поставили модельку ровно. И для того, чтобы сбить какие-то ненужные неровности, мы просим просто подняться на носочки и опуститься. Все. Вот здесь вот на этой картинке представлено, что с какой стороны, то есть вид. Я прям подписал. Это вид сзади. Это у нас сторона будет как раз-таки левая, это правая. То есть полностью повторяет сейчас эту фигуру. И самое простое, с чего нужно начать, это замеры по ориентирам. Мы будем смотреть горизонтальные ориентиры. И сверху вниз, если проходясь, мы первые берем, это сосцевидные отростки. То есть у нас они за ушами. Сейчас чуть-чуть камеру поближе вам поставлю, чтобы было виднее. Угу. Сосцевидные отростки. Сосцевидные отростки — это вот такие шишечки за ушами. То есть если вы повернете голову и за ухом найдете такие вот бугорки, мы на них встаем и просто смотрим, какой из них выше, какой из них ниже. То есть еще раз, большие пальцы, встаем за ушами, за вот эти вот костные выступы за ушами, куда крепится грудино-ключично-сосцевидная мышца. И вот таким вот образом измеряем и визуально смотрим, какой выше, какой ниже. Вот сейчас я четко понимаю, что вот этот выше край, в ее случае вот эта сторона левая, а правый выше. Что мы для этого делаем? Мы просто рисуем здесь, что у нас один край ниже, второй выше. Соответственно, линия скошена именно в этом направлении. То есть вот таким вот образом. Мы просто рисуем эту линию скошенной. После этого уходим чуть дальше к плечам. Уходя к плечам, мы измеряем уровень плеч. То есть нам просто нужно опустить руки и положить их на плечи, на вот эти вот косточки, которые называются акромиально-ключичное сочленение. То есть мы просто опускаем руки и смотрим горизонтальный уровень. Если вы делаете это на ком-то, то есть удобно глазами смотреть. Если вы это делаете сами с собой, то перед зеркалом встаньте точно так же. Соответственно, сейчас это выше, это ниже сторона. И мы так и рисуем, что, соответственно, это у нас по плечам сторона выше, это сторона ниже. То есть вот так получается сейчас. Скошены обе в одну сторону. И идем дальше. Теперь уровень ребер. Уровень ребер мы определяем на ребрах. То есть уровень нижних ребер. Вы также встаете и просто с ребер скатываетесь вниз, находите нижние ребра и как бы в живот немножко подлазите. Именно на уровне нижних ребер. И смотрим, какое из ребер выше, а какое ниже. Вот в данном случае сейчас практически параллельны они, но эта сторона у меня определяется немножко ниже, это немного выше. То есть еще раз на ребра встали, скатились, таким вот образом, руки чуть шире вылезла, шире. Ага. Вот. Получается вот эта вот линия. Соответственно, мы рисуем то же самое. Какая ниже, туда и рисуем. То есть вот на картиночку, и прям, если это ребра у нас, то мы рисуем вот таким вот образом скос. Это нижние ребра. Теперь у нас уровень таза. Следующий момент. Уровень таза. Как его определить?
я во многих видео уже показывал, если что, вот здесь вот подсказка после заливки видео выскочит. Определить уровень таза, именно его крыльев. То есть мы встаем таким вот образом на крылья. Крылья — это выступающая часть на тазу, самая верхняя, после которой начинается уже брюшная полость, живот. То есть мы просто как бы снизу подскальзываем и встаем на эти косточки и скатываемся на них вниз. И определяем его уровень. То есть уровень таза примерно на каком уровне. Вот в данном случае я могу сказать, что уровень таза здесь параллелен. То есть его линия ровная. Нету выше, нету ниже. Мы так и рисуем. Берем и проводим просто параллельную четкую линию. Вот. У нас уже вырисовывается определенная картина. Теперь у нас два пункта осталось. Мы сейчас пройдемся по вертелам и по мыщелкам колен. То есть вертелы — это на бедрах самые выступающие части. То есть мы встаем в них, те, которые об диван, об стенку все время бьются люди, кроме мизинца, конечно. Вот встаем на них и просто вверх соскальзываем и смотрим, какой выше, какой ниже. И таким образом смотрим. Здесь все ровно. Опять же, зарисовываем ровную линию. Вот она будет здесь. И у нас остались только мыщелки на коленах. Мыщелки на коленях мы сейчас также с вами посмотрим. Да, на картинке все видно. Мы просто скатываемся сверху вниз до того момента, когда мы первую кость не встретим, первый костный выступ. То есть мы спускаемся как бы с бедра вниз, и первый костный выступ — это и есть мыщелки бедра. Тут у нас тоже все ровно. Так и зарисуем, что у нас все ровно. Вот. И если у нас все ровно, значит мы теперь должны понять, а где здесь в этих неровностях имеется проблема. И вот как раз таки, где имеется проблема, мы сейчас и проверим. Это нужно сделать с помощью просто закрыть глаза. Поэтому открывается нам моделька, руки, да, чуть-чуть ближе сюда вставай, спиной ко мне, также спиной, не, лицом ко мне, спиной к залу и ноги вместе. Опять на носочки поднимись и опустись. Тут все просто. Суть надо понять, в какую сторону сейчас качнет пациента в тот момент, когда она закроет глаза. И мы просим закрыть глаза. Закрывай. Открывай. Если кто заметил, движение было в эту сторону, соответственно, вправо. Это ее право. И повторим еще 2 раза для достоверности. Закрывай глаза. Опять движение вправо. Все, 1 раза достаточно. То есть из 3 попыток 2 у нас за правую сторону. Теперь, что мы находим в этом случае? Мы смотрим, что у нас есть определенные здесь неровности. Что в одном из случаев у нас линии проходят параллельно, а в некоторых случаях у нас углы открываются, как здесь, как вот здесь, между, между ребрами и тазом. Здесь линия параллельна, здесь угол открывается в эту сторону, а закрывается в эту сторону. Вот. В этом случае у нас угол открывается в эту сторону между ребрами и плечами, а закрывается в эту сторону. А здесь у нас линии параллельны. И вот задача нам сейчас работать с открытыми углами. То есть там, где угол открыт, в этом участке мышцы и связки, они не дорабатывают. И закрыв глаза, тело качается ровно в ту сторону, где имеется приоритетная проблема. В данном случае сейчас у нас приоритетная проблема при качании вправо. Ее качнуло 2 раза вправо. 2 раза. И мы смотрим, что куда у нас угол открыт вправо. Это между ребрами и тазом. В этом промежутке как раз таки у нас находятся косые мышцы живота, квадратная мышца поясницы и даже может быть задействована подвздошно-поясничная мышца. Что нам нужно в этом случае сделать? Все просто. Нам просто нужно в этой зоне эти мышцы перед тренировкой активировать, запустить их, включить.
И после этого, если у вас еще останется время, активировать мышцы вот в этом открытом углу. То есть перед тренировкой запускайте открытые углы, чтобы тело выровнялось, подровнялось. Соответственно, наша задача сейчас работать с косыми, с квадратной и подвздошно-поясничной. Это можно сделать как руками, это можно сделать как с помощью мячиков-роликов, это можно сделать как и с помощью упражнений. Мы все это вместе сейчас сразу и покажем. Запомнили, сейчас работаем косые, квадратные, подвздошно-поясничная. С чего начнем? Начнем, наверное, с активации все-таки косых мышц живота. Это достаточно простое упражнение, которое желательно выполнять всегда перед тренировкой, если есть эта проблемка. Нам нужно активировать места крепления. То есть, что для этого нужно сделать? Тут так называемое упражнение нужно немножко пораздышать грудную клетку. Для этого мы встаем с противоположной стороны, руку ставим вот здесь как преграду, чтобы опора больше была, и вот с этой стороны надо прижать ребра. Мы просто с этой стороны ребра как бы к себе прижимаем, то есть делаем вот это движение на себя. И нажав на ребра, просим сделать вдох. Сейчас сделайте глубокий вдох. Вдыхай, 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 вдыхай. Еще. И выдыхай. То есть мы задали небольшое сопротивление, и через это сопротивление ваш клиент должен дышать. Еще раз вдох. Глубже, глубже, глубже. И выдох. И на выдохе можете немножко покачать ребра, то есть сделать вот эти вот движения качающие. Вдох опять. Глубже, 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 глубже. Выдох. Можете немножко поменять направление пальцев. Еще раз глубокий вдох. Выдох. И вы почувствуете, как с каждым вдохом грудная клетка расширяется все выше и выше. Еще раз вдох. И выдох. Голова не кружится? Отлично. Вот это была активация косых мышц живота с помощью стабилизации мест крепления. Это первое. Также можно немножко пощекотить. То есть, для этого нужно просто стать с этой стороны, не именно щекотить, а как бы взяться за руку, живот и немножко как будто его помять. Буквально вот пощипать на раз, на два, на три. Этого, в принципе, пока будет достаточно. Это ручная активация косых мышц живота. Это один из способов. Теперь квадратная мышца поясницы. Мы также можем ее активировать мануально вручную, то есть немножко залез сюда, в уголок между ребрами и тазом, просто пальцем включать. И еще один из способов – это поработать с помощью массажных мячиков. То есть его можно использовать как теннисный, я использую специально вот такой вот мячик для лакросса, или вот такой из тейпов я скатал мячик. Что нужно сделать? Нужно лежа на спине просто вставить сюда мячик и немножко его подраскатать. Раскатывай. Прям ложись на спину, да. И туда мячик в эту ямочку вставляй. С этой стороны. Да. Ложимся таким образом. Мячик вставляем вот в эту область. Ложимся полубоком. Если сильно больно, опора на ноге для того, чтобы контролировать это натяжение. И вставить туда мячик и поделать движение вправо, влево. Вправо, влево. Теперь немножко вперед, назад. Можете на ногах покататься. Вперед, назад. Вперед, назад. Буквально 10-15 секунд. Этого достаточно. Все, убираем мяч, потому что лежи. Основная активация, она происходит как раз-таки через 10-15 секунд. Если вы делаете более 10-15 секунд раскатку, то это уже релиз, это расслабление. Поэтому нам активация нужна, мы ее активировали. После этого с этой же стороны еще у нас есть подвздошно-поясничная мышца. Ее можно активировать через статическое напряжение. Каким образом? Мы должны изолированно эту мышцу понапрягать. Для этого выпрямляйте ноги, руки вдоль тела, ладони вперед. Активация этой мышцы происходит как тест этой мышцы. Опять же, видео много было, вот если что, вот здесь потом в записи, в подсказках она у меня будет. Что делаем? Ногу отвели, подняли, развернули. Сейчас камеру настрою. Вот таким вот образом. На место возвращай. Еще раз. Отведение, поднять, развернуть наружу. Сейчас у нас в изоляции напряжение подвздошно-поясничной мышцы. Мы стабилизируем за противоположное бедро, чтобы ее не качало, и просто просим поднимать ногу в таком положении вверх и опускать вниз. Поднимать вверх и опускать вниз. Еще раз поднять, и вы можете в этом положении просить давить вам на руку. Вы давите вниз, а она давит вверх. Давим, дави, дави. Не качай, просто дави, 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 дави. Отпускаем. 3-5 секунд надавили, дали отдохнуть. Снова подняли, удерживаем. Давим вверх.
вверх, 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 отдыхаем. И таких буквально 3 раза уже будет очень хорошо. Еще раз подняли и давим вверх, 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 вверх. Отлично. Это мы сейчас сделали активацию как раз-таки подвздошно-поясничной мышцы. Ее активация нужна для того, чтобы выровнять вот этот угол между тазом и ребрами. Мы можем даже сейчас уже проверить, изменилось ли это положение, стали ли у нас эти костные ориентиры ровненькие. Поэтому давайте проверим сразу, что время терять. Вставай. Спиной ко мне и ноги вместе. Все отлично. Опять же, на носочки подняться, опуститься. Все достаточно. И мы просто спускаемся снова с ребер и проверяем, на каком уровне у нас находятся ребра. Но вот сейчас уже симметрия. Вот она, четкая, ровная симметрия. На всякий случай проверим таз. Может, у нас таз куда-то сдвинулся после этого. Таз уже ровный. Руки расслабь. Посмотрим на плечи. Что у нас с плечами произошло? С плечами пока сильное изменение не произошло, потому что у нас также есть открытый угол с этой стороны. То есть, помните, да? Открытый угол не приоритетный, то есть не в ту сторону, куда ее качало. Вот эта сторона. Нам бы ее тоже активировать. Мы сейчас ее активируем, посмотрим, а плечи подровнялись или нет. Для этого мы используем одну из самых главных мышц этой зоны, это широчайшая мышца спины. То есть она вот она, те крылья, да? Те самые мощные крылья, когда ты, если их напрягаешь, можешь взлететь. Мы ее изолированно понапрягаем. И просто заворачиваем руку вовнутрь и как бы стремимся делать движение рукой прямой за спину. Вот это. То есть поднять и за спину. А при этом вы можете сопротивляться. То есть вы поставите руку, сопротивление движения руки вовнутрь вашего пациента. А теперь просим прямой рукой давить вовнутрь. Давим вовнутрь, давим, давим, давим. Отдыхаем. Еще раз. Давим вовнутрь. Давим, 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 давим. Отдыхаем. Еще раз отвели. Еще раз давим вовнутрь. Вовнутрь давим, давим, давим. Отдыхаем. Вы можете также мануально, то есть взяться за эту мышцу и немножко ее помассировать. Но опять же, если ваш клиент вас допускает щекотить его, ему будет больно еще даже. То есть просто по вот этой вот мышце прошлись. И еще разочек. Вовнутрь давим, 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 давим. Отдыхаем. Теперь плечи поднимите вверх, назад и вниз. И перепроверим, стали ли плечи у нас ровнее. Пока ничего грандиозного не происходит. Есть движение, но не сильно. Нам еще нужно не забывать, что мы еще сделаем с противоположной стороны, где угол закрыт, релиз. Но это будет в самом конце тренировки. И после этого, как вы запустили все открытые углы, вы увидели, что равняться начало, вы делаете основную тренировку, то есть целевую. Что у вас сегодня? Ноги в тренировке в приоритете, общая тренировка в круговая, то есть в круг, руки, ноги, голова, все вместе, либо руки, неважно. Но только после того, как вы выровняли ориентиры, вы уже ровный, можете запуститься в тренировку и начинать работу. Я начинаю работу основную с нестабильной платформы. Именно нестабильная платформа, она дает большую активацию всех мышц сразу в теле. Поэтому мы начнем с нее. То есть первый этап тренировки – это нестабильная платформа. Мы просто просим встать на ней и походить. Вставай и делай, как обычно мы с тобой тренируемся. Не забывайте, что первый этап – это у нас был визуальная оценка. Второй этап – это у нас активация открытых углов. То есть открытые углы, пока тренировка здесь делается, повторяю, это таким вот образом мы смотрим сосцевидные отростки, акромиальные ключичные сочленения, то есть плечи, то есть голова, плечи, нижние ребра, крылья таза, вертелы таза и колени. Можно также стопы посмотреть, но сегодня я их просто не включаю в этот эфир. А также можете стопы просто по лодыжкам наружным посмотреть и узнать, где какие кривизны есть. Вот это очень для бегунов штука полезная, триатлетов-бегунов. Вот. Посмотрели, закрыли глаза, куда качнуло, в этой стороне нашли открытый угол, где у нас скосы костные разные. И этот угол в этой стороне мышцы поактивировали. То есть какие мышцы? Да все, какие вы знаете в этой стороне. Если нужно дополнительно что-то, можете мне написать, я вам попробую подсказать литературу, где какие мышцы искать. Но это банальная анатомия. А тренировка на стабильной платформе – это просто на ней постоять,
пожамкаться. После этого на одной ноге, прямо по центру встаете и стараетесь удержаться на одной ноге. Для того, чтобы он немножко стабилизироваться. Вот. Второй ногой вы можете работать также, чтобы создавать дополнительную нестабильность перед собой, ногу в сторону, за собой. И этот тренажер очень отлично активирует глубокую мускулатуру. Помимо всего этого еще можно перевернуть и также дополнительно сделать активацию работы нервной системы, чтобы скоординировать себя. Есть еще вот такая подушка, вот, они как-то больше в доступе свободном, поэтому эта подушка также может использоваться. Если нету таких подушек, нету таких вот тренажеров, переворачивай, вставай. Можете просто-напросто на мягкой какой-то основе, то есть положите несколько подушек себе, да, на пол и попробуйте так потренироваться. Вот отлично. И просто качаемся в одну сторону, в другую, в одну, в другую, вперед, назад, вперед, назад. Она может быть немножко скользкая, поэтому босиком работать будет чуть удобнее, либо в кроссовках. Можете поделать небольшие круговые движения в одну сторону и в другую сторону. Таким образом вы свой баланс активируете. Представляете, что вы по неровным камням ходите. По ровным камням это слишком просто. И здесь можете немножко поделать упражнение. Допустим, приседание, оно очень сюда адаптивно, поэтому поприседайте. Опять же, техника приседания, кому надо, вот здесь в подсказках вылезет. Основная работа – это работа с коленями, работа с тазом. Не закидываем голову. Внизу останьтесь на 5 секунд. 2, 3, 4, подъем. Хорошо. Можно спускаться, спускаетесь аккуратно, не спрыгивайте. Переворачивай и на синем еще раз постой. И здесь не делал несколько приседаний. Буквально 5-6 приседаний для активации глубокой мускулатуры. То есть, когда что-то неровное создается, у нас тело все работает. Ну, представьте, вы просто в какой-то момент пытались поймать баланс. То есть, вы переходили через арык, вы споткнулись, но при этом сгруппировались и не упали. После этого завтра все мышцы болят. В ногах, в тазу, где-то в этой области. Вот, теперь у нас основная тренировка сегодня будет как раз-таки на проработку дополнительно тех открытых и закрытых углов, которые мы с вами обнаружили. То есть, так как я нашел косяк больше в мышце живота слева, в квадратной мышце подвздошно-поясничной, у нас сегодня будет основная работа на живот, больше статическая нагрузка, и на спину, больше динамическая нагрузка в данном случае. Соответственно, еще и спину, именно широчайшую сторону, я здесь немножко ее поактивирую. То есть у нас будет тренировка статики, планка сегодня будет, именно боковая в большей степени. Также будет тренировка на широчайшей мышце спины. Это тяга резинки и подтягивание мы поделаем с саппортом, с поддержкой. Вот. А после этого в конце сделаем релиз закрытых углов. Поэтому совсем немного упражнений сегодня я вам покажу. Так, планка просто для того, чтобы активировать все тело и включить ее в процесс. Просто на локтях планка 3 по 30. Ну, мы сегодня покажем вам по одному всего лишь элементу. Этого достаточно. Планка на локтях. То есть, заметьте, да, как таз подкручен, голова выровнена, опусти голову вниз, полностью брось ее. Вот так ни в коем случае не делаем. Закинь вверх сильно. Так тоже не делаем. То есть шея, она должна быть ровная. И лопатки сильно торчать здесь не должны. То есть мы просто выравниваем все максимально, насколько есть. Еще 5 секунд. Отдыхай. Стали на колени, немножко активировались именно таким вот образом. После этого можем поработать сразу на статическую нагрузку, на акцент, который у нас есть. То есть это косая мышца живота справа. То есть боковую планку на правом боку. Также на локте. Мы просто встаем на бок. Ноги в разножку, рука вверх, ладонь можно опустить вниз. Буквально 15-20 секунд для того, чтобы включить эту мышцу в работу. Вы можете в своей тренировке, если вы тренируете себя, либо кого-либо, использовать эту нагрузку для большей активности. То есть сделать по 40-50 секунд. Все, отдыхай. И несколько таких подходов. То есть мы еще активировали ее дополнительно таким вот упражнением, как боковая планка. Теперь спина.
спины можем использовать как раз-таки петли резиновые. И одно из упражнений – это тяга. Мы сначала сделаем ее с двух сторон, а потом с одной стороны. Мы просто встаем в полунаклон и таким вот образом резинку тянем к себе. При этом сами не выгибаемся, не качаемся, а просто встаем и резинку тянем к себе, разворачиваем грудную клетку. Поработаю так. Чтобы дополнительно акцентировать внимание на технике упражнений, да, мы можем эту зону, которая рабочая, это больше спина, просто поактивировать, немножко постучать, немножко похлопать, немножко где-то пощипать. Самое главное — раскрывать грудную клетку здесь и тянуть к поясу. И на 10 секунд остаться 1, 2, локти выпрямляем, 3, 4, чуть ближе подойди, 5, 6, 7, спину развернуть, плечи опустить, 9, отдыхаем. Все отлично. Теперь, так как у нас еще был слева открытый угол, мы сейчас еще слева дополнительно с этой резиночкой еще и поработаем. То есть мы встаем вот так, видно, да, в камеру, и просто делаем внутреннюю ротацию плеча, то есть мы всю руку заворачиваем вовнутрь, и за спину этой рукой стараемся резинку как будто в задний карман положить. 1, 2, 3, 4. Поработаем. На 7 раз. 1, 2. Да, отлично. Что происходит? В этот момент мы активируем широчайшую мышцу спины. Она вот такая вся большая. Еще пару раз. Локоть прямой. И попробуй прижать и остаться. 1, 2, 3, 4. Отдыхай. Сделаем таких всего лишь несколько движений. Если вы, опять же, у вас полноценная тренировка спины, то есть заработайте полный объем. Сколько у вас? 3 по 12, 5 подходов по 20. То есть делайте полный объем на обе стороны. Но перед этим, не забывайте, мы же активировали слабую сторону. Теперь она не будет выезжать и делать перекуса нам еще больше. Вот. Это пример основной тренировки. А теперь нам нужно те закрытые углы, которые мы с вами нашли, их надо завести в релиз. Нам их нужно расслабить. То есть это справа у нас будет та же широчайшая мышца спины, и слева будут мышцы живота, подвздошно-поясничная и квадратные мышцы поясницы. Давайте начнем сверху. Для этого удобно раскатывать, релиз делать роликом, либо мячиком. Но мы будем сейчас использовать ролик, потому что спина — дело более широкое, поэтому мы сейчас будем раскатывать широчайшую мышцу спины справа. То есть что мы делаем для этого? Нам нужно будет лечь. Сейчас я ролик камеру поставлю. Оля, сразу показывай, ложись. То есть получается вот эту сторону надо прокатать. Ложишься на спину, да, опора на ноги. Руку можешь завести за голову, да. И сначала мы катаем верхнюю часть спины, то есть верхнюю широчайшую мышцу. То есть практически от крепления вот здесь ее до крепления ее к пояснице. Катаем так около 30 секунд, то есть не менее 30 секунд должна происходить раскатка, потому что если мы сделаем это меньше, мы наоборот активируем еще больше эту сторону и еще больше закроем этот угол. Нам не нужно его закрывать, нам нужно его открывать, нам нужно расслабить именно правую сторону широчайшей мышцы. Теперь перейди на нижнюю часть, то есть грудь и поясница. Да, и практически да, вот таким образом. Потому что широчайшая мышца спины также крепится она по всей спине, вплоть до таза. Поэтому мы часть таза сейчас тоже задействуем в работу. Еще 10 секунд. Не забывайте, расслабление – это 30-40 секунд работы. А активация достаточно быстро должна происходить. Бывает, что глубокие триггеры, да, и прям до таза. Глубокие триггеры, их нужно отрабатывать по несколько минут даже. Но это все ситуативно. Принцип общий остается такой же. Активация более быстрая, похлопал, постучал, побил, включил. Как штангисты на помост выходят. Их постучали, побили, пощечин надавали, все, пошли. А релиз это более глубокий, растяжка, массаж и так далее. После этого нам нужно немножко растянуть квадратную мышцу поясницы, так как мы спускаемся вниз с стороны левой. Просто можем лечь на спину, не используя различные ролики приспособления. Так как у нас сторона левая, выпрямляя ноги, мы просто изгибаем свой корпус все в правую сторону. Ноги и руки. И таким образом мы как бы натянули
левую сторону туловища. Если мы сильно ее натягиваем, то как раз-таки мы с той стороны растягиваем себе все, и косые мышцы живота, и квадратную мышцу поясницы, и поперечную мышцу живота также. То есть мы просто вот таким вот образом натянули, спрашиваем, натяжение есть с той стороны? Есть. И так, опять же, пассивная растяжка в течение нескольких секунд, в течение 30 где-то секунд. Ее можно усилить пиром, то есть после изометрической релаксации. Мы просто сейчас просим этими же двумя ногами давить влево, то есть где нужно растянуть, туда и давим. Дави влево, дави без остановки 5 секунд, 4, 3, дави, дави, 2, 1, расслабляйся. И после того, как они расслабляются, нам нужно еще немножко ее натянуть. То есть напряглось, расслабилось, напряглось, расслабилось, напряглось, расслабилось. И растягивается таким образом эта область. Вот. Сейчас натяжение есть? Есть. Ждем еще секунд 20. То есть как только общее натяжение спадет, значит мы закончили эту растягульчную процедуру. Опять же, для чего? В конце концов, наша задача выровнять все вот эти вот углы, чтобы вот здесь все было ровно. И когда мы отпустим человека с тренировки с ровной головой, с ровными плечами, с ровными ребрами, с ровным тазом, с ровными ногами, бедрами и с ровными коленями, то есть он этот день проведет достаточно ровно, и гравитация на него уже не будет так сильно влиять, кривиться он уже станет меньше. И все это вы должны делать в удобное для вас время. Это может занять 50 минут, полтора часа. Вот, натяжение есть? Уже слабее. Уже слабее, то есть давайте закончим. И у нас еще осталась подвздошно-поясничная мышца. То есть она у нас такая хитренькая, она достаточно глубокая, ее нужно растягивать следующим образом. Оль, повторяй за мной. Опять же, с левой стороны встаем вот в такое положение, выпад. Сторону, которую нужно растянуть, она сзади находится. И просто таз подаем вперед до ощущения натяжения в левой подвздошной области. То есть, давай лицом на камеру, так виднее будет. Ага. Спину попробуй выпрямить. То есть в этой области вот бедро спереди сверху, руки по бокам, должно прям натянуться. Есть натяжение? Вот. Постояли в таком натяжении, в более-менее комфортном, потому что может тянуть так, что аж слезы потекут. В течение 5 максимум, в течение 30 максимум минуты. 30 секунд или минуты. И стоим таким образом. Если чувствуете, что проваливается тело дальше, можно ладони в пол поставить и немножко так постоять. То есть так мы тянем именно подвздошную часть. Если мы... Повернись туда лицом, опять выпад встань. А если мы хотим бедро переднее потянуть, то есть нам еще дополнительно можно сделать вот это. Но нам пока этого делать не нужно. И растягиваем левую подвздошно-поясничную мышцу. И как только клиент скажет, или вы почувствуете, что натяжение стало меньше, все, этого достаточно. Все. Мы сделали релиз доступными способами, то есть это миофасциальный релиз с помощью инструментов, пассивная растяжка, постизометрическая релаксация, можно дополнительно еще мануально немножко подтягивать, все это в процессе тренировки сделать. А теперь давайте еще раз перепроверим все ориентиры. Голова, плечи, ребра и все остальное. Опять вставай. Ага. Чуть ближе ко мне, ко мне. Стоп. Ноги вместе. Чуть-чуть на голову ориентир поставлю, чтобы виднее было. Отлично. И встаем таким образом. И проверяем. Голова стала ли ровно? Вот у меня сейчас показатель черепа ровный. То есть где-то что-то скомпенсировалось в поясничной области, в грудном отделе, что выровнялся в итоге у нас столб и шейного отдела. И сейчас позиция головы определяется как достаточно ровная. То есть намного ровнее стала. Я не говорю, что она идеально ровная, но кости черепа стали поровнее. Что касается плеч, мы смотрим уровень как раз таки АКС, акромиально-ключичного сочленения. Опять же, здесь уровень не стал идеально ровный, но тут есть определенные основания, то есть костные легкие деформации, которые пока еще не дают выровняться плечам адекватно. Это ребра. Тут ребра выросли за долгое время, немножко неровные, бочка грудной клетки сформировалась несимметрично.
Но опять же, если у нас есть динамика, мы видим процесс, что у нас стала равняться плечевая линия, то этого уже достаточно. Спускаемся ниже, то есть проверяем ребра. Нижние ребра. Отлично. Здесь идеальная четкая линия. Проверяем крылья таза. Не уехали ли они у нас? Не уехали. Проверяем большие вертелы. Не уехали ли они у нас? Не уехали. Проверяем. Чуть-чуть. Вот так, ага. Проверяем мыщелки. Мыщелки на месте. Соответственно, из этого всего, что мы сейчас рисовали и с вами обнаруживали, то есть мы что смогли сделать? Мы смогли четко подровнять линию ребер. У нас еще остались небольшие перекосы в грудной клетке слева и в черепе слева. Но, опять же, регулярная работа, если ежедневно так продолжать, в течение нескольких месяцев вы добьетесь того, что вы в тренировку будете заходить уже идеально ровные. Если в тренировку вы, либо ваш клиент будет заходить идеально ровные, то все упражнения, которые он будет делать технически верно, они не будут сбивать с настройки все, что происходит здесь. И все, и вы уже получаете достаточно адекватный эффект вашей тренировки основной. Если вы владеете какими-то навыками вроде тейпирования, либо активации кинезиологической, мануальной, вы можете дополнительно работать с этим клиентом так. Либо обучите вот этим вот вещам своего доверенного человека, вы работаете мануально, он работает в реабилитационной теме. То есть вы начали, он продолжает, вы начали, он продолжает. И так комплексно вы можете создать эффект и себе, и своему пациенту. Надеюсь, этот эфир был для вас полезен. Поделитесь, кому удобно, с тренерами, с массажистами, с реабилитологами. Возможно, это поможет им стать еще выше, профессионально выше. Вот. В принципе, на этом заканчиваю. Если есть вопросы, пишите в комментариях. И до скорых встреч!